Всем привет! В этом видео я продемонстрирую вот такой вот запайщик настольный для пакетов. Заказывал его на AliExpress. Вот его упаковка. Она пришла вот в таком вот разорванном виде, смятом. Но тут было много пустого места по бокам, поэтому она схлопнулась вот так. Ну а сам упаковщик был вот таких вот по бокам в пенопластовых коробочках, поэтому он остался целый невредимый. В комплекте был сам запайщик. Он и шел с китайской вилкой вот такой. Китайская обычная вилка. Был черный такой голимый переходничок. Я его выбросил и взял вот такой хороший. Но вилку можно в принципе отрезать и поставить нашу европейскую. В комплекте также была запасная нить. Она вот здесь установлена. И также вот эта ткань. Она похоже сделана из стекловолокна. Ну не знаю что за материал. Но он не горючий. Вот он здесь прижат вот этими пластинками, то есть есть запасная нить, и вот этот материал тоже запасной. Корпус самого запайщика пластиковый, то есть вот эта пластиковая штучка, вот это пластик. Снизу металлическая пластина. У нее есть крепление вот такое под шурупы, то есть можно куда-то его повесить. Либо закрепить на столе, чтобы он не ерзался. С этой стороны у нас идет регулятор. Регулятор это у нас вот в секундах отмечено. Это время включения вот этой нагревательной нити, которая запаивает. И здесь выставляется в секундах время. Подбирается это опытным путем. То есть я выставил где-то 4 секунды. И вот у меня пакет, который с AliExpress. Посылки обычно приходят. Вот он запаялся за 4 секунды. В принципе, достаточно времени. Это в зависимости от того, какой вы материал используете и его плотность. То есть уже опытным путем подбираете время работы. Включается он автоматически. То есть вы когда нажимаете, там срабатывает концевичок, кнопочка, и она включает вот этот нагреватель. Сверху у нас есть силиконовая вот такая вставочка. Она, кстати, болтается. Очень неудобно, потому что если открыть ее вверх, вертикально, она может сползти туда внутрь, никак не зафиксирована. То есть ее лучше будет, конечно, приклеить, чтобы она не выпадала. Но если вот так ручку высоко не поднимать, то она не сползает. Но если вверх поднять, то она двигается. Ну, это самый дешевый запайщик, поэтому я думаю, качество особо тут придираться не стоит. Он стоил там в районе $20, может чуть-чуть больше. Ссылочку я на него оставлю, можете посмотреть. Они есть разных вариантов. Вот я выбрал модель F300 на 220 Вт. Это размеры в миллиметрах вот этой нагревательной поверхности. То есть у меня 30 сантиметров, есть 100, 200, 300 и 400, самый большой. Ну, мне 300 достаточно. Меняется эта нагревательная нить очень просто. Она идет с вот такими петельками с двух сторон. Здесь петелька просто закреплена, ушко просто оделась за крючочек, а с этой стороны она затянута винтиком. То есть вы ее откручиваете, и она легко снимается. Это металлические проставки, они тоже прикручены. Если вам нужно заменить вот эту ткань, то также вы откручиваете, все снимаете, меняете на новое. В принципе, в работе очень просто. И сейчас я покажу, как он работает. Вот я для примера взял, например, вот такие еще пакетики с AliExpress приходят. Они снаружи идут бумажные, а внутри идет пупырка с полиэтиленом. Они тоже отлично запаиваются. То есть мы ложим пакет, нажимаем. Если времени недостаточно для запайки, потому что тут еще слой бумаги есть, может не пропаяться, то время можно увеличить. Но на 4 секундах оно все спаялось, вообще не разорвать. То есть 4 секунд достаточно для запайки даже через слой бумаги. Вот оно запаяло. Можно 2 раза. То есть через промежуток, если вам нужна широкая полоса запайки, то можно его увеличить. Я вообще брал его, мне нужно запаивать вот такие антистатические пакеты. Вот, они тоже, в принципе, запаиваются хорошо. Вот. Даже, можно сказать, чуть-чуть перегрелась, потому что начал перегибаться. Можно время уменьшить и попробовать еще раз. Прижимаем. И вот
пакет запаян. В принципе, китайцы так и запаивают, я думаю, потому что вот эти швы, на них остается след от вот этого стекловолокна, такие решеточки. И, в принципе, они похожи, такие же приходят запаянные, с такими же следами, как остаются от вот этого запайщика. Вот так работает данная моделька. Ссылку на нее оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.